я сейчас на Охте и хочу вам показать и рассказать про классное место. Охта 8 – это ответвление Маяковской библиотеки. Меня зовут Вероника Гловацких, а вы на канале «Сходи посмотри». Давайте смотреть. Как это часто бывает, библиотеки у нас располагаются в жилых домах. Смотрите-ка, пандус есть, все как для людей. И для незрячих можно вот определить, что к чему. Удобнейший, на мой взгляд, режим работы. Понедельник-воскресенье фактически каждый день с 10 до 10. Ну и тут вот есть последний четверг месяца, санитарный день. Масочный режим все так же продолжается, поэтому в библиотеке напоминают о том, что лучше заходить в экипировке, маска, перчатки. И на входе сразу становится понятненько, что есть 3 этажа: цокольный, 1 и 2. Здрасте. Первое впечатление от библиотеки сформировалось позитивным. Большие окна, много света, минималистичный интерьер, современный формат обслуживания и забота о ваших разряженных девайсах. В библиотеке Охта 8 год. Она работает с 4 сентября 2019 года. И она вообще всегда в этом здании была библиотека с 70-го года, но это была музыкальная библиотека, она была специальная, с пластинками, с нотами. Единственное, что с самого начала здесь были большие технические проблемы, здесь было зимой очень холодно, вот в 70-е, 80-е, по воспоминаниям читателей, библиотекарей, очень холодно. Люди здесь писали там дипломы, люди здесь готовились к сессии, интернета тогда не было, и они сидели в библиотеках днями, и они очень мерзли. И здесь еще иногда заливало цокольный этаж, где находились книги, где было книгохранилище. И в конце концов поняли, что библиотека вообще ее невозможно использовать для публичного посещения. И она закрылась, когда она стала таким книжным складом, она стала книгохранилищем. И только вот в 2019 году она снова открылась для читателей. Интересная особенность Охты 8 в том, что у нее есть книги на разных языках. Это и чешский, польский, испанский, итальянский. Мало того, здесь находятся книги 17-18 века. Домой взять вы их не сможете, так как это скорее выставочные экземпляры. Но в библиотеке как раз есть все условия для того, чтобы комфортно их почитать. Собственно, для этого она и создана. Телескоп нам подарили наши читатели и почитатели. Когда мы открывались, здесь был мощный телескоп, пришел наш знакомый парень, занимающийся телескопами, он принес прям мощный телескоп, мы могли рассматривать планеты. Это довольно слабенькая штука, вот то, что нам подарили, и мы можем из нее точно увидеть 2 вещи. Ангелочков на соборе Смольном, вот на той стороне Невы, и статую Фемиды на здании суда. Для читателей библиотеки представлено большое количество книг о творчестве. Это и про театр, и про кино. Много полезной обучающей литературы на языке в оригинале, например, на английском. У нас не очень много детских книг, но опять же есть уклон в научпоп для детей. Видите, кости, черепа, вот это вот все. Мы очень следим, чтобы у нас всегда был актуальный детский научпоп. Для самых маленьких, вот видите, про вирусы и микробы можно рассказывать детям еще совсем маленьким, и в частности в формате комиксов. Поэтому у нас много научно-популярных книг, и в том числе на английском языке. И немножко на французском, но в основном на английском. То есть все вот эти клапаны, все вот эти книги для малышей, они есть и на английском, и их довольно сложно достать, они довольно дорого стоят, поэтому их постоянно мамы берут, читают здесь и берут домой. Мне кажется, это такая фишка нашей библиотеки. И еще одна фишка этой библиотеки – это кошка Ефросиния, кратко говоря, ее имя Фрося. Она появилась здесь год назад и сразу стала всеобщей любимицей. Пушистая сотрудница оправдывает свое нахождение здесь своей защитой от грызунов, ну и просто своим кошачьим очарованием. В библиотеку Маяковского я попал, на самом деле, после опыта работы в университетской лаборатории.
в поисках, наверное, более лучшего и более спокойного места. Здесь много интересных штук, типа технологий VR, то есть виртуальной реальности, научно-просветительских ивентов с очень много интересными людьми, с которыми можно пообщаться. У нас есть 3D-очки, и мы сейчас в лице нашего IT-отдела занимаемся разработкой проекта библиотеки в виртуальной реальности. Вот. И действительно очень интересно быть частью этого. В целом этот инструмент можно очень сильно использовать во время научно-просветительской деятельности, потому что есть очень много таких вещей, как, например, возможность прогуляться в виртуальности по человеческому телу и посмотреть изнутри, как мы работаем. И мне кажется, что это очень интересный инструмент, который позволяет, во-первых, разнообразить скучные лекции, посмотреть это все в действительности, на практике, и тебе очень интересно, с полным погружением. В качестве нашей деятельности, именно научно-просветительской, это очень мощный инструмент, который можно использовать в различных целях. Спускаясь в цокольный этаж, вы увидите локацию для проведения лекций, а также выход во внутренний дворик. Это наш цокольный этаж. Я сейчас включу свет. Ой, какая у вас тут красота! Расстановка пандемическая. Да-да-да. На расстоянии. Такого нельзя было бы год назад представить. Вот эта афиша, мы ее показываем всем. Это афиша последнего нашего большого мероприятия на 200 человек. Это фестиваль пандемии. 14 марта 19 библиотеки уже закрылись. И тогда в зале был только один человек в маске. Мы немножко все смотрели на эту девушку вот, из там, не помню, может быть, 150 или 200 человек, один человек был в маске, сейчас не представить. Мы делали 2 раза в месяц такие вот события в субботу, когда люди приезжали со всего города, и здесь прям набивалось действительно человек 200. То есть вот так вот спикер тут стоит, довольно, вот здесь такой подъемчик, то есть спикер видно издалека. Здесь его презентация, там у нас еще один экран, то есть людям, сидящим далеко, тоже хорошо видно презентацию. Там у нас в уголочке сидел оператор, и это все онлайн транслировалось в YouTube. Сейчас мы делаем мероприятие преимущественно онлайн, и вебинары с учеными, лекции ученых у нас сейчас проходят онлайн. Это все очень смеются почему-то над этим объявлением, но оно совершенно, совершенно адекватное. Нельзя выпускать на улицу кошку, и поэтому с Фроси знакомятся люди, еще не побывав в библиотеке, они видят везде эти дурацкие. Мы специально сделали их в таком, значит, библиотечном стиле, такая безумная картинка, безумный шрифт. Не выпускайте, люди их замечают. Вот, уходим во двор. Здесь можно припарковаться, и отсюда, собственно, люди часто приезжают в машинах на наши лекции. Мы запускаем их снизу, а не с основного входа, чтобы им было удобнее. Они оставляют здесь машинки, приезжают на лекции, а потом также уезжают. Когда библиотека была закрыта, люди, тем не менее, могли сдавать книгу вот в этот бокс на какое-то время. Это вообще штука для того, чтобы не контактировать с библиотекарем. То есть прикладываешь читательский билет, кладешь книгу, вот здесь открывается такая штучка, кладешь сюда книгу, получаешь чек о том, что ты сдал книгу. А потом библиотекарь вынимает с помощью ключика отсюда книги. И мы проводим дезинфекцию вот этого экрана. Поэтому это очень удобно. У нас один день в месяц санитарный день. И, конечно, люди не могут запомнить этот день. Поэтому они просто охранников впускают, они сдают книги сюда, чтобы не тащить их назад. Вот. Кто-то просто по каким-то причинам хочет сдать и убежать. Вот. То есть, в принципе, это удобная штука, и во время пандемии она вообще была очень-очень своевременная. Вот такая вот штука. Здесь даже есть инструкции на разных языках, потому что приходят люди разноязычные. Добрый день. При входе в библиотеку слева вы можете обнаружить шкаф, который предполагает буккроссинг. И тут же спасительный автомат с кофе, чаем или бульоном. Вы можете использовать это пространство не только для чтения книг, но и также как коворкинг, или приходить сюда для того, чтобы послушать лекции или просто погладить кота. С вами был канал «Сходи посмотри», и до новых встреч!